Я не стилист, я фотограф. Что им нужно? У меня очень много раз не получалось. Ты не сможешь меня себе позволить. Фотографии не очень. Тыкает мышкой в эту кожу. Ну, нет, я не сниму, я не фотограф, я тут просто ассистирую. Так, что она только что сделала? Она после того, как я начала работать с блогерами. Начинает крутиться, что-то вытворять. Я самоучка. Ха-ха, там посмеялась, там, не знаю, отрыгнула, там что-то еще, потанцевала, прыгнула. Какие самые прикольные клиенты у тебя? Кидалась там на съемку за 50 злотых. Привет, ты такая красивая. Типа они поняли, что я пробивная. Все, меня по телекамеру, я фотограф. Всем привет! Сегодня мы находимся в Варшаве. Прямо за этим углом находится фотостудия девушки Маши, которой всего лишь 23 года. Как ей это удалось, открыть фотостудию в самом центре города? Пойдемте поговорим. Привет! Здравствуйте. Маша, скажи, пожалуйста, ты в свои 23 года, переехав в Варшаву, открыла свою фотостудию. Расскажи, как ты к этому пришла? Ты из Украины, я как понимаю, да? Да. Как ты переехала в Варшаву? С чего все это началось? Мне исполнилось 17 лет, и через день я уже ехала на автобусе в Варшаву поступать в университет, доучившись 3 года, и потом нашла работу каким-то волшебным образом. Меня взяли по специальности просто за любую зарплату. Я была готова работать бесплатно, буквально там за какие-то копейки, просто чтобы набраться опыта по профессии. И 2 года я проработала в корпорации. Я делала рекламу для телевизора польского, для телевидения. И очень много всего научилась делать в графических программах, в программах для обработки, монтажа, эффекты всякие, 3D я научилась делать. То есть буквально то, что я должна была выучить в университете, я этому всему научилась за 3 месяца на работе. Со мной подписали контракт долгосрочный, уже на нормальную зарплату, типа они поняли, что я пробивная, и захотели со мной работать. Потом начался ковид. Я хотела еще повышения, потому что я делала работу, которую соседняя студия делала, там 8 человек, они делают эту работу, я одна делала эту работу. Я как-то говорю, там, шеф, дай мне больше денег. Он такой, ну я как бы хорошо, я там поговорю со своим шефом, если они согласятся, то мы как-то подумаем насчет повышения. В общем, никто мне повышения не дал. Тогда начался ковид, и я сказала, что я больше не хочу. И надо это делать правильно, потому что я не могу просто сказать «до видзения» и уйти в закат, потому что мне нужна какая-то подушка безопасности. Я начала откладывать деньги, то есть вот ковид начался весной, я тогда попросила повышения, мне отказали, и в сентябре, до конца сентября я доработала и уволилась. То есть у меня было 4 месяца, я начала откладывать деньги, и в это время параллельно я начала пускать рекламу о съемках. В Инстаграм? Да, в Инстаграм. Я пускала рекламу, и также у меня был какой-то такой момент отчаяния, и я даже вот просто писала всяким красивым девочкам: «Привет, ты такая красивая, я хочу тебя пофотографировать, мои услуги стоят 200 злотых, но тебя я пофотографирую со скидкой 50% за 100. Согласна ты или нет?» И 50% соглашались, то есть я там написала, например, 40 девочкам, 20 согласились, у меня уже 2000. Я хочу спросить у тебя, вот ты говоришь, 17 лет ты поехала в Варшаву поступать. Да. Ты из Украины, из какого города? Я из Киева. Из Киева. Мама, папа, обычная семья. У тебя какая семья? Да, у меня обычная семья, мама, папа, 2 брата старших. На тот момент у меня большая разница с братьями, они меня старше на 12-11 лет. Один брат остался в Украине, а второй немного ранее приехал сюда тоже строить бизнес. И как бы поэтому родителям не было так страшно меня отпускать сюда. Я приехала в Варшаву, они здесь уже были с женой, мой брат и жена тут были немного раньше, там пару месяцев. Я как бы какое-то время там тусовалась у них, где-то месяц, может быть. Когда у тебя начался вот это знакомство с фотографией, почему ты рассказываешь, что ты отучилась, начала работать и потом резко начала фотографировать? Нельзя, это же невозможно резко. Да, конечно. Было так, это была школа, где-то мне было лет 13-14, и у крутых девочек из класса были фотосессии, я такая думаю, я тоже хочу себе съемку. Я там писала фотографам, они говорят, съемка стоит там такие-то деньги, на тот момент это было для меня много. И
И я такая думаю, ну, я не могу как бы потратить такие деньги на фотосессию, я лучше себе куплю камеру и сама себя пофотографирую. Ну, как сама себе куплю камеру? Конечно, я выпросила у родителей, они мне подарили на день рождения Canon 1100D, это была моя первая камера, которую потом здесь украли, но все, мне подарили камеру, я фотограф. Вот ты переехала, значит, и случился момент переломный в твоей жизни, что ты решила открывать фотостудию. Да. Или сразу ты только фотографировала, ну, на улице какие-то съемки такие делала? Вот пока я работала в этой корпорации, я снимала только на улице. Я тогда жила в квартире с еще 3 студентами. То есть нас было 4 в двухкомнатной, это было достаточно некомфортно. Я подумала, что я хочу жить как бы отдельно сама, снимать себе квартиру. И шеф в корпорации, где я работала 2 года, ну, как бы мы с ним общались нормально, у него несколько квартир в Варшаве, и я говорю там, мол, ну, просто так, невзначай, не напрашивалась, возьми меня к себе жить, просто говорю, что вот, как бы я ищу себе квартиру, там такой-то у меня бюджет есть, и он говорит, ну, хорошо, вот можешь пожить у меня, там у меня есть двухкомнатная студия, если можешь приехать, если тебе понравится, останешься. Я приехала, мне понравилось, я там осталась, я сделала из нее студию. Это была вот как мой пробный вариант. Ну, это за деньги в эту квартиру? Конечно, да. Угу. Получается, ты уже сейчас 5 лет как в Варшаве, как я понимаю? 7. 7 уже? Да. Угу. За этот период времени ты уже имеешь вот такую студию 60 квадратных метров и 10 отдельных комнат, да, как я понимаю? Нет, тут в сумме 40. А, в сумме 40, да? Ну, в центре Варшавы. Да. Как долго снимаешь эту студию? Полгода. Ты сняла ее для того, чтобы снимать самой или сдавать в аренду ее? Чтобы мне было комфортно снимать самой, не платя другим студиям за это, но я сдаю ее в аренду, чтобы она себя окупала, чтобы я ничего не платила. То есть в этом моя цель, потому что когда приходит клиент, вот я раньше ориентировалась на любых клиентов, ну то есть на любые деньги, я не знаю, кидалась там на съемку за 50 злотых, за 100, если там 100 злотых стоит час, полчаса це 50 гривень, да, 50 злотых, я кажу, ну, как бы нет, но хорошо, для вас, да, будет 50 злотых. Вот. А сейчас уже не так. Мне сейчас комфортнее, когда человек приходит ко мне, он знает, какой у меня прайс, как бы и все. А если нет, то пусть приходит к другому фотографу, но тот фотограф придет ко мне сюда и здесь пофотографирует. Арендуешь почасово, да? Да. Сдаешь в аренду почасово. Сколько час стоит арендовать? В будние дни 65 злотых, а в выходные 75. Может окупаться сама студия? Она окупается. Но она только окупается или можно на ней зарабатывать? Она немного приносит денег, но я эти все деньги вкладываю снова в студию. В то, чтобы покупать новые расходные... Ну, фоны — это расходники, они пачкаются, рвутся, нужно покупать новые. Плюс у меня есть планы на то, чтобы сделать здесь снова небольшой ремонт. Наше видео для женщин, чтобы замотивировать их к действию, да? Чтобы развиваться, самореализовываться. И каждая всегда думает, блин, ну я вот фоткаю, да, в принципе хорошо фоткаю, могу сделать, создать свою студию, да, открыть. Сколько я могу зарабатывать в месяц? Вот сколько я могу? Ну если... от и до, может быть, ты скажи, сколько? Если не стараться, если так на расслабоне, там не особо заниматься рекламой, то у меня выходит это $1500 в месяц. Если прям очень напрягаться, постоянно крутить рекламу, работать над рекламой, чтобы она была достаточно качественной, потому что все важно: текст, визуал, таргет, то есть как ты настроишь это. И нужно смотреть на статистику, то есть, ну, как бы, и еще самой при этом хотеть работать. То есть у меня в ленивый месяц может быть, не знаю, 1 съемка в неделю там, за 450-500 злотых, а в месяц, в который я очень сильно хочу работать, у меня может быть там в неделю 5 съемок каждый день. Плюс еще аренда студии. То есть средняя это 6500 злотых у меня получалось. Ну, а максимум где-то больше $2000, да. Но я посмотрела, у тебя 2 страницы в Инстаграм. Одна своя личная страница, на русском языке в основном ты ее ведешь. Да. Вторая идет на польском языке, она уже как студия представлена в Инстаграм. Ну и страница, которая твоя личная, она тоже не на личном бренде построена, но там очень много подписчиков. Когда листаешь твою ленту, смотришь, но там реально очень классные фотки, и хочется к тебе прийти, да, на фотосессию.
Как долго ты ведешь эту страницу, вот, чтобы такой результат достигнуть? Много уже лет, наверное, с 2017 года, это уже лет 5. Но так, чтобы набралось очень много аудитории, то это буквально за последние полгода. Там пришло несколько тысяч подписчиков после того, как я начала работать с блогерами. Угу. Вот расскажи, какие блогеры к тебе приходят на фотосессии? С ТикТока. Из ТикТока в основном поляки, раскрученные, там у них по 1,5 миллиона подписчиков. Но Инстаграм у них тоже раскрученный, они меня отмечают в Инстаграме. Тоже посты выставляют с отметкой на меня, и мне вот от них пишут потом тоже клиенты. Ну, как бы это прикольно. Они на самом деле такие простые люди, то есть, ну, в Инстаграме там они могут из себя что-то там, не знаю, типа в игру 5Ч, то есть как-то так прикалываться, но в жизни они, типа, очень простые и без короны нормальные. Приходят с торбами одежды. С чемоданами? Да. Какие самые прикольные клиенты у тебя на памяти? Ну, блогеры, вот это прикольно. Все блогеры, они какие-то классные. Они такие живые, что-то у них происходит. Ха-ха, там посмеялась, там, не знаю, отрыгнула, там что-то еще, потанцевала, прыгнула. Типа, и я не успеваю за ними следить, ну, то есть в плане, приходит ко мне в студию, так, как прям звезда, реально. Начинает крутиться, что-то вытворять, и я такая, так, что она только что сделала? Она села, я не успела ее снять. Так, надо с ней как-то пообщаться. Я пытаюсь общаться, она такая, добре, я ж записую на ТикТока новый фильмик, ха-ха. Ну, это прикольно. Парочки влюбленные, ты любишь Не люблю. Не любишь? Нет. А мне показалось, что ты наоборот написала, что прям тебе нравится. Это было раньше. У меня просто меняются вкусы, и я уже для себя определила съемки, которые мне не очень нравилось фотографировать. Потому что, в парочках обычно чаще всего происходит так, что девушка тащит своего парня на съемку, парень очень сильно упирается и не хочет идти, а фотограф должен из этого слепить конфетку, то есть как будто бы парень очень сильно хотел и желал эту съемку. Я обычно говорю так, допустим, Миша, ты просто стоишь, а ты, Оксана, возле него крутишься, все, будет идеально, и это всегда работает. Ты юного возраста девушка. Иногда, вот, когда я разговариваю с девушками, которые много чего достигли, да, говорят, что меня вот не воспринимают. Иногда там, есть такая какая-то дискриминация из-за возраста. Ты замечала? Да, конечно. Наверное, из-за этого я не веду как личный бренд свой Инстаграм, потому что люди на меня смотрят как на, не знаю, как на ребенка, типа, что ты там знаешь, что ты там умеешь. Или там, когда какие-то фотографы, которые уже там 20 или 30 лет такой старой закалки, приходят в студию и там, не знаю, ой, а ты что, тоже фотографируешь, да? Я такая, нет, я не сниму, я не фотограф, я тут просто ассистирую, как бы нет, я без понятия, что происходит. Если вам нужно свет принести, я принесу. Какие планы на будущее вообще? Сейчас я работаю над курсом по фотографии, над обработкой, потому что вот сейчас на ютубе ролики, которые я смотрела лично по обработке, они там 30-40 минут, как чувак зарисовывает прыщи на лице. Кто это будет смотреть? Я не знаю, это супер нудно, это долго. Он что-то там объяснил 3 секунды и просто тыкает мышкой в эту кожу. Я такая, какой кошмар. Я бы хотела сделать курс, в котором было бы все быстро и понятно, потому что время — это очень важный ресурс, и хотелось бы учиться тоже быстрее, чтобы, человек видел, что происходит. Там, если ты нажмешь сюда и сюда, это сделает вот это и вот это. Чтобы красиво сделать кожу, нажми сюда, сюда и сюда, вот это вот отрегулируй, все, до видения. То есть, чтобы это буквально было, вот как на ТикТоке, 15-20 секунд, и человек понимал, что нужно делать, и это бы делал. Ты обучалась где-то фотографии? Нет, я самоучка. Все на своем опыте через шишки и синяки. Очень круто получается. Спасибо. Не всегда, оказывается, нужно там 300 тысяч курсов заканчивать там, или учиться в университете. Я не видела смысла платить за это, потому что как будто бы это такая творческая профессия, фотография, и нету каких-то как будто бы очень важных рамок, через которые, если ты переступишь, у тебя ничего не получится. То есть это не так, как у врача. Не знаю, там неправильный укол поставил и можешь какую-то инфекцию занести или что-то нарушить в организме. У меня нету такой ответственности, поэтому я не считала нужным идти на курсы. И мне было больше интересно самой исследовать это как новые земли. Я не знаю, вот так вот я это рассматривала.
Но у тебя талант, получается, с самого детства, да, тебе уже начало получаться. Бывает такое иногда у людей, вот они берутся за дело, у них не получается, и они бросают. Значит, тебе нравилось сразу то, что ты делала? У меня очень много раз не получалось, и я смотрю свои работы первые, они ужасные. Вот, они кривые, размытые, просто горизонт завален, модели в расфокусе, я не знаю, фокус на каких-то кустах сзади, но тем не менее, я помню, мы гуляли тогда по старому городу Киева, и мы смеялись, нам было весело, это было классно, была крутая погода, вот. Но потом мне, конечно, эта девочка сказала, что фотографии не очень, и моя подруга может сфотографировать лучше, я такая думаю, ах так? Ну все, окей. Значит, через несколько лет я буду снимать так, что я тебя, во-первых, к себе не возьму, ты не сможешь меня себе позволить. Дай советы другим людям, да, как начать свое продвижение, с чего начать, как выйти на блогеров. Очень важно это создавать качественный продукт, неважно, чем ты занимаешься, тебе нужно знать, что на самом деле ты делаешь хорошо. Это одно из самого важного в моменте построения работы с рекламой и с маркетингом, потому что если у тебя говно продукт, человек в какой-то момент это поймет, у тебя будут плохие отзывы. Вот. Надо все делать качественно и классно. И начать с того, чтобы сделать визуально, как бы правильно упаковать свою продукцию. То есть, если я фотограф, то я должна красиво делать фотографии, потому что визуальная часть – это очень важная часть. После того, как ты оформил уже свои соцсети, надо тоже разобраться, как работает реклама. Если нет финансов, чтобы заплатить таргетологу, разбираешься в этом сам. Я делаю хороший продукт, да. У меня красивый Инстаграм, да. Я настроила рекламу, да. Все, ждешь клиентов. Но у тебя не только Инстаграм, но у тебя и сайт есть для Да, недавно создала сайт. А почему ты решила создать сайт, если работал Инстаграм? Для поляков. По статистике, поляки не сидят в Инстаграме. Большинство сидит либо на Фейсбуке, либо просто ищут через Google. Поэтому нужен сайт. Я добавила его тоже в Google карты, чтобы можно было меня найти. Сайт заказывала? Да. Сколько сайт. надо денег на сайт? 1000 злотых я отдала. Но это создавался сайт в конструкторе, то есть это он не был сделан с нуля в плане, чтобы дизайнер отдельно работал, отдельно программист, который бы верстал. Нет, у меня сайт делался в конструкторе, ну там парень очень круто сделал, мне понравилось, все было в сроки отдано, мы обсуждали дизайн, то есть так, чтобы мне все подходило. Контактом поделишься? Да, без проблем. Отлично. Советы женщинам, девушкам, которые переехали и хотят открыть свой бизнес. Вот они не знают языка, они переехали, они, например, занимались бизнесом в Украине, в Беларуси, там где-то еще. Что бы ты им посоветовала? С чего начать? Очень важно иметь мотивацию, потому что у меня она есть. Я говорю, я хочу красиво жить в красивой квартире, я хочу хорошо одеваться, я хочу вкусно кушать. Вот моя мотивация. Если бы у меня еще был ребенок, этой мотивации было бы в 1000% больше. Я советую другим женщинам, чтобы вы нашли эту мотивацию в себе, потому что, ну как бы, без нее у вас не будет желания ничего делать. Может, еще что-то? Буквально нужно искать любые способы, делать такой брейншторм. То есть в зависимости от бизнеса, который у вас был ранее, который вы вели, нужно понять, что может пригодиться здесь, с теми условиями, в которых вы находитесь. То есть если вы не знаете польского языка, начать работать с русским рынком здесь. Он здесь тоже достаточно большой, очень много наших здесь, украинцев и белорусов, то есть людей, которые говорят на вашем языке, которые вас поймут, которые у вас закажут. Когда вы приедете сюда, ну, я уже не говорю про то, чтобы там нормально себя чувствовать, найти квартиру, хотя бы у вас было место, где жить, чтобы вы об этом не думали, и у вас было больше ресурса и энергии подумать именно о вашей работе. Сделать смету по поводу денег, что вам нужно ли вам помещение, или вы можете пока обойтись без него, какой у вас бюджет на рекламу, какой у вас бюджет на продукты. Все это нужно заранее просчитать. В идеале, конечно, я бы советовала пойти поработать на работу на какую-то здесь с поляками, чтобы хотя бы немного понимать их менталитет, потому что потом, когда вы настроите уже, начнете работать с русскоговорящим контингентом, вы в любом случае будете сталкиваться с поляками. Вам нужно знать, что им нужно. Для этого вам нужно тоже как-то с ними хотя бы немного поконтактировать. Чем отличается клиент русскоязычный и польскоязычный? Если про фотосессии говорить, я могу сказать, но я не буду знать это о другом бизнесе, потому что поляки, они приходят на все готовое. И вот, например, если ко мне приходит девочка из Украины на съемку,
то она там придет, принесет с собой одежду, она придет, она красиво оденется, красиво накрасится, она сделает себе прическу, она подготовится. Полька придет, и она будет говорить: вплоть до того, что: а вы что, такси мне не закажете, что ли, до студии за эту сумму, которую я заплачу? То есть настолько избалованные. Да. Хотя говорят, что наоборот, сервис намного хуже, если вот польский сервис. Это правда. Они просто хотят всего за маленькие деньги, это правда. Но они такие, типа... У меня была один раз женщина, которая приехала на бизнес-фотосессию. Там мы договорились как бы совместить бизнес-съемку и съемку в белье потом, уже для нее лично. И она приезжает, я говорю: можете повесить на вешалку свой костюм, в котором я вас буду снимать. Она мне говорит: в смысле, какой костюм? Вы мне ничего в сообщении не написали, что я должна какой-то костюм принести. Я такая думаю: это как бы логично, это же бизнес-съемка, типа. Я не стилист, я фотограф, я не должна тебе доставать одежду. А она, такая на меня: в смысле, как? И как выкрутились дальше? Я говорю: давайте, я приду через полчаса. Я пошла, купила в Заре костюм, принесла ей, отфоткали, я потом его отнесла, сдала. Супер, выход из ситуации нашла. Но это такое исключение из правил просто. Обычно люди, понимают, что если надо бизнес-съемка, то они нормально одеваются. Но вот это поляки, они бывают такие, что они упертые очень. Маша приготовила для наших зрителей подарок. Да. Вы можете выиграть экспресс-фотосессию в студии 40-минутную со мной, как с фотографом. Для того, чтобы ее выиграть, задайте мне любой вопрос в комментариях, и за лучший вопрос вы получите эту съемочку. Приходите на фотосессию к Маше. Мы оставим под видео ее ссылки на ее страницы, на сайт. Спасибо тебе большое за разговор, за то, что ты поделилась с нашими зрителями своими какими-то сокровенными моментами. Мы желаем тебе продвигаться, расти, приумножать свой бизнес, развиваться. Спасибо. Спасибо, что позвали.